Я думал, что выписка из больницы это победа, а по факту оказалось это момент, когда тебя просто оставляют один на один с диагнозом. В больнице все было довольно просто, ты проснулся, съел таблетки и делаешь то, что тебе говорят. Никто у тебя там не спрашивал, как ты будешь платить за квартиру, никто не заставлял тебя быть сильным. Я был просто пациент со СПИДом, и моя единственная задача была в тот момент это выжить. И тут врачи говорят, что через несколько дней, скорее всего, меня будут готовить к выписке. Я, по сути, ждал этого дня. Я хотел, чем раньше, тем лучше выйти из этой больницы, но я никак не ожидал, что это произойдет так быстро, резко и неожиданно, без предупреждения. Сложность вся заключалась в том, что у меня были проблемы с подвижностью. Я толком не мог ходить, я об этом уже рассказывал. Когда меня начали выпускать, даже при попытке пойти в магазин и купить себе сигарет, а до магазина от больницы было около 400 метров, эту дистанцию я преодолевал около часа. При этом я 3 или 4 раза очень плотно грохнулся. Подбегали люди, может вам помочь, так а чем мне кто может помочь? Плюс были проблемы с головой из-за ВИЧ-энцефалопатии. Работа у меня была физически сложная. Я работал руками, и поэтому в таком физическом состоянии я понимал, что я не смогу продолжать свою работу в таком вот именно виде. Плюсом было то, что до попадания в больницу, до начала проблем с головой, у меня с ней было все очень хорошо, потому что людей, которые могут работать руками, очень много, а людей, которые могут работать головой, все-таки чуть поменьше. А у меня с этим было все нормально. Я мог составлять сложные проекты, делать быстрые сложные просчеты в нашей работе. Для шефа это был очень большой плюс, потому что даже он из глубины своего долгого опыта в этой сфере не мог этого так быстро и качественно, скажем так, сделать. Но я понимал, что тут повезет, не повезет. Либо он меня оставит за счет этого думать головой, а не работать руками. Либо же мне придется искать что-то сидячее, что для меня было бы в принципе большой проблемой, потому что я реально привык всю жизнь быть в движении, работать руками. Ну, дополнительным ударом это было жилье, потому что до того, как начались эти проблемы, а начались они очень резко, я снимал в принципе нормальную квартиру, и у меня получалось ее снимать, хватало на это денег, все было нормально. Перед попаданием в больницу задолго, по сути, до этого уже начались финансовые проблемы, так как я не мог работать нормально. И поэтому я понимал, что я не вывезу эту квартиру, и мне нужно срочно, помимо рабочих моментов, закрывать еще и этот вопрос. А закрыть этот вопрос тоже было очень накладно, потому что я, во-первых, должен был заплатить отступные за старую квартиру за разорвание договора, плюс риэлтору за поиск новой квартиры, плюс первый и последний месяц, и плюс залог за эту квартиру. То есть сумма получалась нормальная. Плюс вот это все с работы, это было очень сложно, давило на мозг. До этого я боролся за то, чтобы не умереть от СПИДа, а теперь мне нужно было научиться с ним жить. Ну а это совсем две разных задачи.